Добрый день, друзья! Сегодня займемся пересадкой орхидеи. Орхидея маленькая, бабочка. На экране появится ее фотография. Название я ее не знаю. При покупке у нее был только номер. Он здесь так и остался. Эта орхидея была получена в посылке из Краснодара в размере 1,7. Очень маленькая. И приобрела я ее летом. Ссылку на распаковку посылки я оставлю в правом верхнем углу экрана. Посмотрите там, какая малюсенькая была орхидейка. За это время она подросла, нарастила корни, и пора ее пересаживать. Давайте этим и займемся. Вот какие корешки чудесные. Освободим орхидею от мха. Орхидея стояла не только в том мху, в котором она пришла, вот этот мох внутри, а вот этот живой мох я добавляла свой. У него прямо есть живые части, растущие. И этот мох я постараюсь оставить и еще раз положить в коробку, в котором он может продолжить расти. И если мне еще понадобится живой мох, я его использую. А вот этот старый мох можно тоже высушить и еще раз использовать. Если нужно, конечно. Семочка. Скажи, так интересно. Просто интересно. Ричка. Ой. Музыкальное сопровождение работает? Конечно, главное. Так, ну, корней много. А самое главное, что есть растущие корни, и орхидея перенесет пересадку довольно-таки легко. Вот почти весь мох я убрала. Так, давайте осмотрим стволик орхидеи. Вот это малюсенький фласочный листик. Он сухой. Его убираем. Так, еще мох попался. А вот здесь рос лист, но он тоже отпал, осталась чешуйка. Снимаем чешуйку. Это самые-самые первые корешки. Они еще живы, но могут и сразу погибнуть. Можно отрезать их, можно оставить. Вот этот корень и вот этот я отрежу. А эти все оставлю. Я отрезаю корень полностью, там, где он прикрепляется к стволику, от него ничего не остается. Поэтому капать здесь, например, перекисью водорода и не нужно. Есть еще один такой корешок, но вот сейчас я вам его постараюсь показать. Вот начинает расти корень. Корень тоже старый, первый, самый первый, с которыми жила орхидея. Потом по мере роста вот этот кусочек стал тоненьким и вроде бы как почернел. Есть слом, но в этом нет ничего страшного. Посмотрите. Дальше продолжает корень расти. И
И он здоровый и молодой. Так что такой корешок отрезать мы не будем. Ну и все. С корнями все. Есть маленькое черное основание орхидеи. Оно практически гнилое. Если я сейчас до него дотронусь, оно у меня в руках останется. Это, конечно, можно убрать все. Я сегодня не буду промывать орхидею под проточной водой. Во-первых, мох я почти весь сняла. Корни живые, и я недавно поливала, они влажные. Вот эти маленькие частицы мха не помешают орхидее дальше расти. Тем более, что орхидею я хочу посадить в кору. Здесь, конечно, возникнет вопрос, почему я все время сажаю в керамзит, и тут вдруг такую маленькую орхидею посажу в кору. Я вообще хочу посадить, ну, может быть, орхидей 10 в кору, для того, чтобы вам показывать, как ухаживать за орхидеями в коре, а как ухаживать в керамзите. Потому что очень много таких вопросов. Я умею делать и так, и так. Просто посмотрите, что несложно поливать орхидею в коре, и точно так же очень просто поливать орхидею в керамзите. Но вот такие маленькие орхидейки желательно пересаживать в более влагоемкий грунт. Если я пересаживаю в керамзит, я добавляю циафлору. Но мы посадим с вами ее в кору и посмотрим, как будут расти корни. Потому что большинство вопросов о том, почему корни из керамзита растут вверх, а в коре всегда растут вниз. Вот для этого мы сделаем несколько посадок в кору, для того, чтобы понаблюдать, действительно ли так происходит или нет. Но по тем орхидеям, которые куплены в магазине, у них всегда посадка в кору. Я не могу этого сказать, что вот именно так растут в керамзите, а именно так растут в коре. В коре тоже растят корни куда угодно, куда им хочется. Но такой эксперимент мы можем с вами сделать. Горшок 0,6 литра, кора сосны пиния. И так как корни влажные, кора при посадке чаще всего, даже можно сказать всегда, сухая. Вот здесь все просто, как и с керамзитом. Можно использовать не обязательно кору сосны пиния. Можно любую сосновую кору использовать. Только обратите внимание, я все время показываю вам, какой фракции кора. Вот такие крупные части я класть не буду. То есть мелкую. Даже есть у меня внутри совсем-совсем там мелкая кора. В нее и надо посадить маленькую орхидею. Кстати, это бабочка, и сама орхидея не крупная, и цветы мелкие. Но когда зацветет, тогда увидим. Да, надо было ложку взять. Рукой, конечно, неудобно, но зато контролирую размер коры. Вот он, миленький. Вот мелкая кора, можно сказать, что это мусор. Но как раз таки вот эта самая-самая мелкая фракция, она и будет влагоемкая. То, что сейчас нужно этой маленькой орхидейке, потому что мы знаем, что мох – это всегда влагоемкий грунт. Поэтому нежелательно сейчас сажать ее в керамзит, потому что керамзит – очень сухой грунт. Не надо ей устраивать такой сильный стресс. А потом, когда она станет взрослая, отцветет, и я увижу, что орхидея здорова, только тогда можно сделать посадку в керамзит. Но до этого нам еще нужно подрасти, зацвести. Ну, не нам, конечно, а орхидеи.
Сема крупная кора, мелкая кора. С вами не интересно. Да? Вот и хорошо, что неинтересно. Молоденькие корешки стараюсь прикрыть корой. Но видите, орхидея настолько много выпускает воздушных корней, что они растут из пазух, а листики остаются внизу. Ну, будем надеяться, что когда орхидейка отсушит эти листья, корни сами направятся туда, куда им надо. Так, вот у меня кора осталась. Когда же поливать эту орхидею? Ну, как всегда, принцип полива всегда один. Корни должны просохнуть, то есть стать серебристыми. И даже если после посадки на следующий день корни стали серебристыми, подождите еще один день. И только после этого полейте орхидею. Выдержите 1-2 дня. Это нужно для того, чтобы орхидея залечила ранки на корнях. Вот казалось бы, все идеально сделано, никаких сломов корней нет, но я могу не заметить и поранить корень. И за 2 дня орхидейка затянет эту ранку, и тогда можно спокойно полить орхидею. Вот только для этого делается полив через 2, ну максимум 3 дня. Орхидея за это время не погибнет, у нее не потеряется тургор, она спокойно выдержит и 5 дней без полива сейчас, но наблюдайте за корнями орхидеи. Ну а как буду поливать, наверное, расскажу в следующий раз, потому что полив в коре и полив в керамзите может отличаться. И даже в коре может быть несколько разных поливов. Мы сделали уже 2 или 3 пересадки в кору. Вот я вам покажу все 3 растения и как их поливать. Эта кора очень сухая на момент посадки, поэтому могут быть нюансы в поливе. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Все. Все. Лена ушла. Ну и ладно. Ты на месте? А Ричи на солнышке греется.